Сейчас, если будет подъем, мы его обгоним. Шоколадка вкусная, пипец. Больше нет. Но я есть, ты просто больше дать мне не хочешь. У тебя дома Мила есть. Кто? Мила. Я ее не ем, не надо со мной делиться. Нет участка такого видительного сильного, чтобы видно было. Вот тут бы сейчас раз, и чтобы чуть-чуть он в сторону проезжался правее. Ну, зараза. Не судьба. Хороший такой длинненький участок можно было. Не судьба. Сейчас еще будет один такой длинный. Не можем мы этот паровоз обогнать. Что-то я запутался в передачах, на какой я на 4-й ехал. Мне казалось, что на 6-й. Так, ну давай, подъемчик и откройся нам. Парковка. Не то. Блин, колонна, да обалдеть, что такое? Вот это мы поймали, блин. Тут сотню можно ехать. А мы тащимся 60-70, блин. Во, сейчас вот эта машина проезжает, и ты наш. Чел, ты наш. Что в нем у вас сзади? Сзади колонна пипец. Чё ты удивляешься? Ещё и с прицепом, блин. Так, ребятки, мы вернулись. Тут драматическое такое событие было. Не могли мы никак убежать с этого. Камьон нам мешал. Ну, что-то мы едем на подъем, потому что тяжеловато. Ох, там сколько его обгоняет. Сейчас у нас будут обгонять.
Сейчас теперь мы для них будем этот тормозом. Ну, хотя мы оторвались далеко. Я удивился. Уже тоже его прогоняли. Так, ну а к нашему путешествию, если вернуться, на следующий год сидим, думаем, или да, или нет. Сейчас приедем домой. Войдем, вернее, придем, ну, вернемся домой, вернемся в реальность, чтобы она нас за это закружила снова. Вот, прикинем, что к чему. Может, какой-то придумаем другой маршрут. А ничего. Посмотреть, куда побывать. И может еще поедем. Ну или может будем ездить. А может сопоставим его еще и с чем-то другим. Подумаем. Но уже будет, если будет планировка, или, ну, вернее, если решим, что надо ехать, или будем ехать, поедем, то уже будет детальнейшая планировка, более подробная. Что тут наставили, это ремонт дороги. Именно на этом участке поворота, ну что-то нету нигде никого. Уже все отремонтировали, а они вон стоят. Ничего не говорит, значит едем. Ага, он пускай там стоит с другой стороны. Угу, тормозит. По рации. Ага. На, они вон этот бордюр чистят. Смотри как. Говорят по рации. Ну да, засыпает. А, засыпает, не чистит, засыпает. Тут вот крошки какой-то. Поэтому и понятно, почему колонна ехала. Вот отсюда ж потом как вырвались. Так, ну а сейчас приедем до дому. Пакованы, выносение, всякая эта уборка. Прием чувства. И все, и в понедельник нас засосет суровая реальность. Будем зарабатывать пенёнзы для следующих отпусков и не только. Не, путешествовать классно. Столько всего, столько эмоций, столько положительного всего, прям обалдеть. Этих, как и впечатлений таких всяких, и приятная физическая усталость. И не только, и эмоциональная. Такой ух. Чем вот прикольный вот этот вот способ путешествия, вот именно вот на кемпере, этот, за короткий промежуток времени вы посещаете очень много местопримечательностей. Прям очень много. Но это тоже выбирает свою дань. Все время такой темп нехилый. Потом такой приходишь в машину, ну я говорю, вечером еще так классно. А потом вот, ну не успеваешь, короче, за ночь не успеваешь отдохнуть, потому что сидишь, то потом сядешь